Ты знаешь, я думаю, что эта профессия актерская всегда стоит. Будешь ли ты кому-то нужен? Мне нужен зритель, мне нужен кто-то. Я в вакууме не могу быть актрисой. Мне нужно отражаться. Это самый удивительный урок физики, который я в своей жизни видел. А скажи, есть объективные истории? Ну, есть факты. Но не надо этот спектакль больше показывать. Нас запретили. Испугалась ты? Он поедет в Сибирь, он увидит мир, а мы будем слать посылки ему. Есть что в жизни важнее любви? Серьезно? Но ты человек, который в любое интервью начинаешь с того, что у меня есть частная зона, и о своей частной жизни я не хочу говорить. Да. Получишь дома? Я думаю, что он пока не знает. И если это ошибки, то пусть уж они будут мои ошибки. Я в чем-то, наверное, очень слабая. Так ты не скажешь. В чем я слабая? Ну да, я уж и признаюсь тут. Лондон – это же как бы каша-малаш. Вот ты пойдешь и спросишь дорогу. Как правило, это будет иностранец. В Лондон приезжают жить очень многие. Это международный город. Что здесь такого, что тебя оставило именно в этом городе, кроме документов? Я знаю язык. Это могла быть Америка? Нет, это не моя страна пока. Я не знаю. Знаешь, я живу сейчас, и я не знаю, где, когда. Пока я здесь. Но у меня вся жизнь такая была. То есть это не то, что с войной пришло вот это ощущение непонятности, кто ты и какому миру, какой культуре, какой стране ты принадлежишь? Я есть я. У меня вопроса, кто я, и не задаю себе. Я пытаюсь понять, откуда я. Скажи, Гордеевой, скажи. Ингеборга, Да, Катерина? ты человек, который во времена, когда все пытаются где-то найти, вспомнить или нащупать свою новую идентичность, сделал спектакль о столетней истории своей семьи. Об этом и о том, как ты себя пересобрала в очередной раз, я бы хотела с тобой поговорить. Что ты хотела сказать? Не знаю, это был какой-то странный импульс. Но, во-первых, я не все знаю. Я сама узнаю это. Что, почему. И это очень субъективный рассказ. Это все-таки рассказ меня и как ребенка, который рос и слушал, и пытался, может быть, что-то услышать. И это очень красивый вопрос, я даже растрогалась. Но во мне, как и во всех нас, очень много всего. Но мне интересно, что во мне. Во-первых, когда мы росли, никто себя не анализировал. Как моя подруга хорошо сказала, у нас не было психологов, нам говорили, соберись, тряпка. И все, иди в школу, все. Если хочешь, иди во двор играть. Ну и там веди себя хорошо или что-то такое. Но говоря об идентичности, раньше мне всегда говорили, записывай то, что рассказывает бабушка, записывай. Я, естественно, не записывала. И потом, когда я стала записывать, этого стало меньше, меньше, меньше и меньше. Какое твое самое первое воспоминание? Я не знаю, первое ли оно. Но я помню ирис, скажем, цветок ирисы фиолетовые в саду у бабушки. Потому что дом, где жила бабушка, и я много времени провела и выросла практически в нем. И моя мама там выросла, и моя тетя там выросла. Моя семья туда переехала в 1939 году. То есть бабушка, новорожденная мама, и сестра мамы, и дедушка. И там был садик. И вот я помню, что кругом ирисы. И эти ирисы темнее, чем... Вот, как твой телефон. А, вот такие? Да. Ага. Вот они там цвели. И был куст розы, который на зиму закрывали елками. И частично спектакль, который я делаю, частично про память, потому что память пластична. Вот я не знаю, я видела это на фотографии, или я это помню? То есть вот, что папа меня держит на руках. И есть такая фотография, естественно. А это в моей голове как воспоминание еще плюс. Конечно, я не знаю, это все вот так вот стерлось. И если ты рассказываешь, или кто-то рассказывает о событиях, то каждый раз они чуть-чуть меняют этот рассказ.
Мало того, те же самые члены семьи будут рассказывать то же самое событие чуть-чуть по-другому или совсем по-другому. А где правда? И есть ли она объективная? Интернет в России испытывает очередную волну блокировок, но методы стали умнее и технологичнее и отличаются в зависимости от регионов и операторов. Поэтому сегодня как никогда важно иметь подписку на надежный VPN-сервис, который умеет противостоять разным видам блокировок, но еще лучше иметь в арсенале как минимум 2 таких. Я рекомендую оформить подписку на Blan VPN. Это сервис, который зарекомендовал себя 8 годами безупречной работы на российском интернет-рынке. И у них огромный опыт борьбы с интернет-цензурой. Тем более, что у сервиса действует безрисковый период в 30 дней, когда вы можете проверить работу сервиса и вернуть деньги, если вам что-то не подойдет. Всего 1 клик в приложении Blan VPN, и вам снова доступны любимые сервисы. Большинство российских приложений без необходимости отключать VPN и весь остальной свободный интернет. У Blan VPN полный безлимит на трафик и количество ваших устройств. А еще вы можете подключить и маму, и папу, и бабушку, и дедушку, и кого хотите к своей подписке без необходимости покупать VPN каждому отдельно. Раздельное туннелирование, 50 локаций по всему миру, скорость до 10 гигабит в секунду, заботливая техподдержка приложения для iOS, macOS и Android, отсутствие логов и журналов, вы полностью анонимны. Даже сотрудники сервиса не знают, какие сайты вы посещаете и где находитесь. Подключиться лучше прямо сейчас, пока идет акция. По промокоду Гордеева до 66% скидки, а еще 30 дней гарантии возврата средств, чтобы проверить работу сервиса. Переходите по ссылке в описании или QR-коду. По ссылке уже применен промокод. И помните, Blan VPN – надежный VPN. Изначально я хотела рассказать про свою бабушку, которая родилась в 1905 году и скончалась в 2008 году. Она прожила 103 года. Это 20 век в Литве. Но когда я начала об этом думать, я поняла, что я не могу рассказать только ее историю, потому что она была ядром нашей семьи. А она 14-й ребенок, и ее мама родила ее в 53 года. И через 4 года ее мама скончалась, потом папа скончался. И мою бабушку вырастила самая старшая сестра бабушки, у которых уже были свои дети. Поэтому наша семья вся как-то сдвинута. Это 20 век в Литве. В 1905 году Литва еще была частью Российской империи. И бабушкина метрика на русском языке. А потом Первая мировая война, независимость Литвы. Бабушка жила в Каунасе. Потом приходят одни коммунисты в 1939 году, Риббентроп-Молотов. Потом Вторая мировая война, приходят немцы. Потом опять возвращаются эти. И семья через это все прожила. И как она прожила, и откуда я, и что во мне. Помогло тебе это ответить на этот вопрос кто-то? Нет. Нет? Нет, я все еще на него отвечаю. А это важно человеку узнать, кто он? Мне интересно. Но без этого можно жить. Жить просто можно. Ну, жить просто жить. Знаешь, выражение есть краш. Угу. Есть такой космологист, его говорят. Он разговаривает про космос. Его зовут Брайан Кокс. Я его смотрю. И когда он начинает рассказывать про миллиарды лет до нас, про миллиарды лет после нас, и какой маленькой частицей мы этого являемся, и у нас есть вот эта уникальная, маленькая, я даже не знаю, крошечная возможность пробыть в этом. Даже если мы проживем 100 лет, это же... А вот тебя это вдохновляет? Потому что меня скорее пугает, что как будто ничего не имеет значения на самом деле. Нет, это как раз имеет значение. Потому что это, вот все это состоит из этих частиц очень маленьких. А вдруг мы единственные во Вселенной, и даже в галактиках, и везде. И мы единственные мыслящие или сознательные. Ну, мыслящие, знаешь как. А вдруг?
Если вы сейчас в эмиграции, то наверняка знаете, как все еще сложно открыть обыкновенную банковскую карту. И тут на помощь приходит крипта. Она не привязана ни к какому банку и ни к одной стране. Оформить виртуальную криптокарту можно на Bybit, одной из крупнейших криптобирж в мире, у которой больше 80 миллионов пользователей. Сейчас там появилась новая карта, которая доступна и в физическом формате. С картой Bybit можно держать деньги в крипте, которые при платежах конвертируются в нужную вам валюту. Карта работает как банковская. Можно оплачивать покупки в интернете, а можно подписку на ваших любимых популярных сервисах Netflix, Amazon Prime, ChatGPT, Spotify и другие. А кэшбэк на них может доходить до 100% в рамках установленного лимита. На все остальные покупки кэшбэк начисляется от 2 до 10%. Карту можно добавить в Apple Pay, Google Pay, ну и расплачиваться ей как обычной картой в офлайне. И важный апдейт: теперь это доступно не только если вы живете в Евросоюзе. Но и еще два важных преимущества: высокие лимиты по сделке и бесплатное обслуживание карты. По промокоду Гордеева выпуск карты тоже будет бесплатный. Заказать ее можно по ссылке в описании. Кто тебе рассказывал об истории семьи? Больше бабушка или больше мама? Знаешь, я когда посмотрела интервью чудесное с Феклистовым, я подумала, что есть одна общая вещь. Вот он говорит, что его папа очень многого не рассказывал. И я понимаю, что мне тоже очень многого не рассказывали. Когда бабушке уже было там 101 год, помню пару вещей, она сказала: ты знаешь, я все-таки прожила очень тяжелую жизнь. Но она также сказала: и это прошло как секунда. 103 года. Поэтому очень многое не рассказывалось. Кое-что рассказывала тетя, но есть какие-то... Тетя — это сестра бабушки? Это сестра мамы. Сестра мамы. Из всей семьи сейчас осталась мама. Она живет в Вильнюсе или она живет с тобой здесь? Ну, я не буду говорить. Хорошо, не говори. Я не знаю, хочет ли она. Но какие-то вещи, вот когда я росла, я же была октябренком, пионером, потом комсомольцем. Какие-то вещи нельзя было говорить. Но в какой-то момент все-таки мне была показана история Литвы, напечатанная в 1931 году, которая была спрятана дома. То есть все это время дома лежала история Литвы, которая была спрятана? Да. Я не знаю, как они это умудрились сделать, потому что какие-то награды дедушки еще Литовской республики, они все закинули в трубу. Потому что были печки, они в трубу закинули, чтобы никто не нашел. Вот. А как история осталась, я не знаю. А потом был скандал дома. Был, естественно, как каждый шкаф. И я рылась в этом шкафу, потому что мне было интересно. Разные там тряпки и все такое. И вдруг я нашла тряпочку из 3 цветов. Желтый, зеленый, красный, шелковый, вот такой маленький. А это флаг независимой Литвы. Скандал дичайший. Как ребенок мог это найти? Не дай Боже, она кому-нибудь это скажет в школе или что-то такое. Ну, это валялось там где-то, наверное. Получается, что люди живут столько лет в составе Советского Союза. И внешне вот то, что поразило очень многих в 1991 году, да, когда люди, которые приехали, не родившись в Литве, которые уехали потом в Россию, в глубинку, я знаю там людей в Самару, вернувшихся в Саратов, и они говорят, что до 1991 года мы не чувствовали, что есть проблема. А потом для них она как будто в одну секунду родилась. Как получается, что они были какие-то бесчувственные, или что те, кто там жили, очень хорошо скрывали эту неприязнь? Или это как-то по-другому? Можешь Я думаю, и то, и то. Но была же официальная жизнь. То есть, внешняя, в школе. Мы учили историю, как мы учили историю. Как в Советском Союзе. Это называлось, по-моему, когда я училась история «Буржуазная Литва». Была очень плохая. Ты по-литовски говоришь? Естественно. Конечно, я и говорю и с сыном по-литовски, и с мамой, и с сестрой, и со всеми. А есть какая-то песня по-литовски, которую ты сама себе поешь? Естественно, это пела мне мама, потом я пела. Конечно. Какая? Baltos būrės plazda, bangos duokit kelią, pasakyk, kur plaukti, jūra motinėlė.
Думала ли я, что я буду здесь петь? Ты в школе, вот если ты сейчас вспомнишь свой класс, ты вспомнишь, кто был русский, кто литовец? Мы все были литовцы. У нас были литовские школы, русские школы и польская школа была. Я начала учить русский язык с 4 класса, а английский язык я начала учить с 1 класса, потому что я училась в школе специальной английском. И тогда дома в советское время говорили по-литовски? Конечно. И русский язык для тебя был как иностранный? Ну, не иностранный, телевизор же был по-русски тоже. То есть я смотрела мультфильмы на русском языке. Вот то, что ты сейчас рассказывала, в этом не было никакой ни ненависти, ни неприязни. Ну, у меня нет. А как возникло, помнишь? Ты знаешь, когда мы ходили, скажем, на демонстрации, я уже работала в молодежном театре, и был русский драматический театр. И мы вместе стояли с русским драматическим театром, с русскими актерами. И это было органично, потому что мы тогда боролись не против русских, а против советского строя. Ну, это понятно. Ну, именно. А в какой момент произошла замена советского строя на русских? Ну, это я не знаю. Я не думаю, что можно говорить о замене как на русских. Я так не думаю. Вот в данный момент я пойму, если есть страх. Потому что есть некоторые люди, которые говорят, вот как нападем и как восстановим границы 91 года, вот будет вам. Естественно, люди боятся. Ну, потому что в памяти свежо все как было. Наверное, да. Я пыталась это как бы вспоминать для спектакля. Да. И потому что вот из этих крупиц, как бы рассказов, мои воспоминания состоят. И, скажем, моего деда НКВД арестовало. А дед был борцом за присоединение Вильнюса к Литве, потому что во время независимой Литвы Вильнюс был частью Польши. И назывался Вильно. Да. И когда уже пришли коммунисты, после 1939 года, по-моему, деда вызвали в НКВД уже после 1944-го, то моя бабушка побежала к своей подруге, которая как бы была любовницей начальника НКВД. И подруга ей сказала: да ты что, ничего страшного, он поедет в Сибирь, он увидит мир, а мы будем слать посылки ему. Но деда отпустили. И в семье до сих пор не знают, отпустили потому, что просто отпустили, или все-таки она помогла. Потому что она, наверное, если она помогла, то она никому этого не скажет. Как ты поняла, кто должен быть режиссером этого спектакля? Сейчас я работаю с Саймоном Стоуксом. Во-первых, он знает Тебя. меня, но главное, что он знает Литву, он знает семью. Ну и самое главное, что он хороший режиссер, наверное, тоже. И это не перевод, это все-таки английский вариант пьесы. Потому что, ну как-то интуитивно, как и все получается. Но это мой язык, и он не всегда правильно, наверное, английский. Но это то, как я говорю. Потому что это моя история. И если это ошибки, то пусть уж они будут мои ошибки. Если бы это была бы пьеса, но я не хочу ничего утюгом разгладить. Это моя история. Ты переходишь в спектакль на литовский язык? У меня есть фраза на литовском языке, потому что в Советском Союзе не было Рождества. Но каждая семья, которая праздновала это по-своему. Оказалось, что праздновали почти все. И, наверное, каждая семья имела свой ритуал, что это такое. И в нашей семье вставала глава семьи, это бабушка, и говорила: «Sveiki sulaukę šventų kalėdų, linkiu, kad sekančiais metais mūsų šito stalo būtų ne mažiau». Привет дождавшимся Рождества. Желаю, чтобы в следующем году нас за этим столом было бы не меньше. И вот эта фраза идет через все Рождества, о которых я рассказываю в спектакле. Но состав за столом людей, он, естественно, меняется. Иногда людей становится больше, но мы знаем, что кого-то уже не хватает. И другая женщина встает во главе стола и говорит эту фразу. Саймон при тебе читал сценарий? Нет, мы его сочиняли на ходу. Просто слушай, это же, как сказать, это дабл доверие, отдельный подвиг, чтобы спектакль о твоей жизни ставил не просто режиссер, которому ты доверяешь, но вообще-то твой муж в прошлом. Да.
Ну, вообще, я не задаюсь вопросом, кто он был или как. Но это важно. То есть никто так тебя не знает, как твой муж. Ну, наверное. И никто не должен знать так актрису, как режиссер. Ну, может, иногда чуть-чуть, как этой, тайны. Неплохо? Нет, я не хочу себя объяснить. Я рассказываю, скажем, о доме, о мебели, о том, что мы ели, о том, какие у нас традиции. И когда я делала читки, люди думали о своем. Они думали, что они ели на Новый год или на Рождество, как они ходили в школу, как их булили или не булили за то, что у них такие или не такие босоножки. Опять же, это про то же. Вот есть, скажем, свет, да? Это я где-то в научной книжке прочитала. Как научпоп. Вот есть свет, да? И мы живем, и нам кажется, что вот свет существует. Но на самом деле, если мы пойдем туда дальше, то там темно. А казалось бы, должно быть светло. Потому что свет, мы видим его только если он отражается. Это самый удивительный урок физики, который я в своей жизни видела. Ну, окей. Отражается. Да. То есть, если, например, в абсолютном вакууме мы зажжем фонарь, будет только фонарь. Вот этого не будет, потому что ему нечего. Вот этот цвет – это отражение в частицах солнца. Мы к нему имеем отношение. Да, поэтому для меня если я, скажем, я так себе не льщу, но если я вдруг свет, то в вакууме этого отражения нету. Мне нужен зритель, мне нужен кто-то, где это будет отражаться. И я им рассказываю, говорю, понимаете меня? Я не говорю этого, но на самом деле мы с тобой говорим, и ты говоришь, ага, в вакууме невозможно это делать. Я бы, может быть, вот хотела быть актрисой, но я в вакууме не могу быть актрисой. Нет, нужно отражаться. Поэтому я ничего не объясняю. Я как раз задаю вопросы и себе, и, может быть, зрителям. Какой из них самый главный? Как быть с тем, что люди, которых ты любишь, уходят? Хватит? О чем бы ты спросила бабушку еще, если бы была возможность? Откуда у нее было столько сил? Опять же, что она знала, что не знала. У нас никогда не было таких, знаешь, как философских разговоров, в смысле жизни или что такое. Нет. Но она иногда такие бросала какие-то фразы. Единственное, что, скажем, мы знали всегда, когда она себя плохо чувствует. Потому что она всегда бралась. Вот я приходила и думала, кто-то окна помыл. Я говорю, плохо себя чувствовала, да? Если она плохо себя чувствовала, она должна быстро физическое какое-то занятие, быстро. Величайшая философ Наталья Трауберг называла это метафизика влажной уборки. Когда совсем плохо, надо просто тряпку в руки взять. А что ты делаешь, Катя, плохо? Ну, на самом деле, я очень люблю физические занятия тоже. Я иду в зал. Бежишь? Я не бегаю, нет. Я поднимаю железо. Я люблю железо. Какой ты вес берешь? Маленький. Ну, смотря как. Какие упражнения. Я, кстати, как бы не очень прилично спрашивать. Вроде как у нас другой формат, но мне кажется, это важно обсудить. Как тебе удается так выглядеть? Извини, вы вырежете это. Нет, мы не вырежем, мы это оставим. Это вырежете. Это, может быть, самая важная часть нашего разговора. Значит так, во-первых, наверное, это все-таки есть в моих предках. Так, но никто из нас не родился литовцем. Ну, не только. Ну, потому что, во-первых, когда я росла, Так. это, как это называется, форма была не очень приглядна. Я не считалась привлекательной девочкой. Я была худая, и это было не очень. Кости и кожа. Это не котировалось. И что такое хорошо выглядеть? Люди разные, они по-разному хорошо выглядят. Но если спросить, почему я вот такая, я двигаюсь. Ты пьешь? Алкоголь? Да. Ты куришь?
Я никогда не курила, мне невкусно. А алкоголь мне тоже не... Ну, как бы, когда я читаю про алкоголь что-то, то говорят, алкоголь помогает людям расслабляться. Им легче общаться с другими людьми. Ну, я и так общаюсь с другими людьми. Во сколько ты встаешь? Ну, как правило, без 15:07. Ты выходишь на пробежку? Нет. Ты обливаешься холодной водой? Нет. Ты трешь себя скрабом? Скрабом? Ну, я не знаю, щеткой. Ну, щеткой иногда потру, когда надо проснуться, то щетка очень хорошо действует. Но кофе тоже хорошо действует. Так, где секрет? Секрета нету. Ты обманываешь нас. Я хожу в зал. Так, сколько Я раз беру- в неделю? Как только могу. Вот если я могу каждый день, я бы ходила каждый день. Но не всегда получается. Это мое время, это мое. И мне почему-то нравится вот это делать 15 раз. Мне это нравится. Мне нравятся и машины, и как это, ну, тренажеры. Мне это нравится. Откуда родом твоя бабушка? Моя бабушка, дочка барона и литовской женщины, литовской. Немецкого барона. Но он оставил свое все имение брату и вот женился на литовской девушке. У них было 14 детей. Моя бабушка была последним ребенком. Как им удалось выжить во Вторую мировую войну? Ну, я так понимаю, непросто. Но бабушка была полунемка. Она говорила по-немецки. Про Вторую мировую войну она рассказывала? Очень мало. Только было понятно, что было мало еды, что когда шли бои, они уходили в деревню за Вильнюсом, что, конечно, мародеры там грабили и все такое. И что бабушка ездила в деревню за едой и очень боялась, что, как бы, потому что тогда нельзя было, как бы, что увидят, что в чемодане мясо, скажем, если она его везла. Бабушку чуть не застрелили, но нечаянно. У нее отстрелили пучок на голове, когда был, потому что когда шли бои, она вышла на улицу посмотреть за ворота, не закончились ли стрельба, и ей прострелили. И есть такая история в семье. А где в этот момент был дедушка? Наверное, дома. То есть он не воевал, получается? Нет, он не воевал. Он не мог воевать, потому что пришли те, ушли те. То же самое моя другая бабушка. По отцу? По отцу. Они жили в деревне. И вот единственный рассказ, который я помню, это когда опять вернулась советская армия, то были лесные братья. Они ушли в леса. И вот деревня буквально жила двойной жизнью. А бабушка, чтобы выжить, открыла такой как бы чайную у себя дома. И вот днем приходили коммунисты, она их угощала. А ночью приходили лесные братья, она их кормила. И их не вывезли в Сибирь только потому, что вот один дядька, который ходил советский, коммунист, сказал: вот вы в списке, потому что вы кулаки. Но я вас вычеркну. Вообще в Литве много говорили о том, что было в стране во время Второй мировой войны? Когда я росла, нет. Никто ничего вот этого не говорил, конечно. Я спрашивала маму. Первый вопрос: а вы прятали кого-нибудь? Она говорит: знаешь, если мы и прятали, то мы бы об этом не знали ничего. Я говорю: а вы знали, что были депортации? И там Убийство, Холокост, Да. собственно, прошел. Нет. Она говорит: послушай, я даже не знала, что в Сибирь вывозили. Они были дети, во-первых. А родители все молчали. Мы не говорили о ГУЛАГе. Никто не знал. Даже 15 лет, когда мне было, я помню очень хорошо, когда я у папы нашла книгу Солженицына. Тоже спрятанную. Наверное, это было где-то в 80-х годах уже. И для меня это было абсолютное открытие. А как ты думаешь, лучше знать или лучше не знать? Это лично. Кто хочет знать. Ну, опять же, я возвращаюсь к космосу. Вот мы живем как бы миллиарды лет, да? И после нас будет миллиарды лет. У нас есть 99,9% ДНК у нас общее, у каждого человека. Нас разделяет 0,1% ДНК. То есть мы все родные. И все равно мы изобретаем самые изысканные способы убивать друг друга. Хотим ли мы знать,
Должны мы знать? А мне кажется, что это важно знать, потому что когда у тебя нет ничего спрятанного, ну, вы знаете историю, которую не рассказывают, не возникает домыслов и не возникает какой-то непроговоренной истории, которую потом можно достать из пыльного сундука и предъявить в качестве аргумента. История, опять же, пишется людьми. К сожалению. А скажи, есть объективные истории? Ну, есть факты. Кто их? Как? Кто? Где? Ну, смотри, там 24 февраля 2022 года мы точно знаем, Да. кто сказал, я принял решение. Да. Да? С точки зрения евреев мы точно знаем, сколько евреев жило в той или другой стране до начала Второй мировой войны. Да. И что из этого осталось. А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот пройдет много-много лет, 100 лет, даже не так много, 100 лет. Будут ли люди, которые будут по-другому интерпретировать эти факты? События. Не факты, события. Будут ли? Интерпретация всегда возможна, но факт остается фактом. Наверное. То есть вот есть там цифра, дата, решение. Но ты знаешь, когда я И была... оттуда берут начало все остальные события. Когда я росла, в каждом классе висел портрет Ленина. У меня значок был с бейби Лениным, когда я была октябренком. Потом... С бейби Лениным. Кудрявого такой, да? Потом был другой значок, такой с... А он постарше там, пионерский уже. Пионерский, уже постарше. Потом комсомольский уже был флаг, и там Лысый. голова Ленина, да. Да. И Бога не было. Да? Потом, хоба, и все это неправда. А ты знаешь, что в твоей школе, где стоял бюст Ленина, теперь вместо бюста Ленина стоит бюст Папы Римского? О чем речь? Может быть, потом они поставят памятник искусственному интеллекту? Говорят, что дети похожи обычно через поколение, то есть на бабушку или на дедушку. Ты на кого похожа? О, я бы очень хотела, чтобы у меня было что-то от нее. Я бы очень хотела. Она была такая сдержанная. Может, это у нее было из-за того, что вот действительно было очень много трудностей, что она очень достойно все воспринимала. Я говорю, давайте так. А может, это поколенческое. Мне как раз кажется, что это огромное горе, наверное, вот поколение женщин 20 века, что у них был запрет на чувства, запрет на слабость, запрет на то, чтобы делиться своими эмоциями. И все вот это внутри. И казалось, например, их детям, что их не так уж и сильно любят. О, нет, я всегда знала, что меня очень любят. Я не знаю, почему я это знала. Обнимала тебя бабушка? Не, физически я не думаю, что мы были очень так выразительны. А откуда ты знала? Я просто знала это. Вот одно из моих детских воспоминаний, что я иду в театр, а я играла в театре, потому что бабушка работала в театре, и я с 4 лет. 4 лет? Да, да. Мальчика играла? Да. И я иду в театр зимой. Здесь улица, а здесь дети катаются на санках. И я смотрю на этих детей и думаю, я очень хорошо помню мысль. И я думаю, они не знают, какая я счастливая. Я иду в театр, и я буду там играть. И я не помню, сколько мне было лет, но мысль эту я помню и чувство. Что бабушка готовила обычно? У нас была шутка: мясо большим куском, мясо маленькими кусочками или котлеты. Творожок, Творожок был, естественно. сметанка, Ну, запеканка, были, наверное. панкука. Да. Банкухенес? Это шакоты сейчас называется. Да. Это было только на великие праздники, и то, кто мог достать. Не. После того, как ты стала заниматься вот этим спектаклем и историей своей памяти, на самом деле это же история твоей памяти, а не история твоей семьи, потому что Конечно. стали к тебе приходить другие воспоминания, которых ты не помнила или думала, что не помнишь. Наверное, да. Как это бывает обычно? Ну, иногда от вещи. Например, вот скажем, моя мама отдала мне какие-то бумаги мои старые, нашла. И вдруг я нахожу оригинальный сценарий, то есть то, что называется режиссерский сценарий фильма «Интердевочка». Вот тот, по которому он снимался. С рукой Тодоровского. Нет, это напечатано, он только вот такой. Вот.
И там мои каляки-маляки, что-то А с какие-то... рукой твоей? Да, С рукой смотри, и там Дакунаевой? написано телефоны ассистентов, еще что-то. Там везде, везде. Но самое интересное, я никогда не помнила, какое было рабочее название этого фильма. Угадай. Лунная угадай. соната. Нет, Фрекен Танька. Ничего себе. Когда мы снимали, это не называлось. А ты помнишь, кстати, как вы с ним впервые поговорили? Да, конечно. Да, вот это очень ярко. Я снималась в фильме Игоря Таланкина «Осень Чертанова», в котором Альвис Херманис играл моего мужа. Отбыли времена. Где Алвис Херманис теперь и где Осень Чертанова? А Валентина Смасальский сыграл моего любовника, а его жену играла латышская актриса. И мы все вчетвером играли московских интеллигентов. Во время съемок, по-моему, пришла ассистент по актерам Петра Ефимовича Тодоровского к нашему второму режиссеру, они дружили. И они посплетничали между собой. И Татьяна, ее звали, подошла ко мне и говорит: у меня нету вам главной роли, потому что у нас уже есть актриса на главную роль, но мы будем вот такой фильм снимать. У меня есть там роль для вас. Может, вы попробуетесь. Вот вам сценарий. Я прочла сценарий, и я абсолютно точно знала, что у меня в руках бомба. Вот бомба. Я думала, ну как же так? В Советском Союзе нету секса, а тут фильм про проституток. И вообще, это был Pretty Woman Советского Союза. И я помню пробы, и когда мы сыграли сцену, А что за сцену вы играли на пробах? мы играли сцену с милицией. Да, Я класс. котов держу. Всем известно, что я транжирка страшная. Я люблю хорошо одеваться. Я котов держу. О какой книжке идет речь? Мы сыграли эту сцену, и я посмотрела на всех. И я подумала, я буду здесь сниматься. Это мое. Потому что я, как сказать, для меня было такое удовольствие. И потом, а меня уже накрасили, 5-10 Вы там у на всех пробу. как-то такие вообще. Вообще. И я прихожу подписывать договор на Мосфильм. Захожу в группу. Группа – это офис. И сидит тут Петр Ефимович. Я говорю: здравствуйте. Он говорит: здрасте. Он очень вежливый. Он говорит: а вы кому? Я говорю: я актриса. Он говорит: у нас уже все роли распределены, у нас уже кастинг закрыт. Я говорю: как? Я пришла подписывать договор. Он говорит: нет, у нас уже все уже. И тут выходит Татьяна, говорит: Петр Ефимович, это Ингеборга. Она у нас кисулю играет. Он говорит: Ты правда не узнал? нет. Вообще это все было чудесно. У тебя в жизни огромный калейдоскоп режиссеров. Тебе повезло. Да, мне повезло. Что должно быть в режиссере, чтобы ты согласилась? Я не могу вот так вот собрать по частицам модель хорошего или подходящего режиссера. Это невозможно. Для меня лучший режиссер – это тот, с которым я сейчас в данный момент работаю. Потому что если он в данный момент не будет для меня, это тогда для меня одище. Я должна признать, что это вот то, что у меня сейчас есть лучшее. Не у меня, а у нас всех. Потому что спектакль – это не я не одна, это все мы. Ну, еще есть фильмы, и после, например, «Интердевочки» с большим промежутком ты оказываешься у Тодоровского-младшего в подмосковных вечерах. Да. Вот это вау. Да, но они мне его писали социально. Я приехала в Москву, боюсь соврать, 93-й год, наверное, получать приз за фильм «Циники» Тоже классный. в тогда еще стоящую гостиницу «Россия». Там был киноконцертный зал «Россия». Так. И там вручали премию «Золотой Овен». И я получала за женскую роль. Тогда же только телефоны такие: алло. Или тык-тык-тык-тык-тык. И позвонил Тодоровский и говорит: я тебе ничего
рассказывать не буду. Какой Тодоровский? Валерий, ничего рассказывать не буду. Тебе Игорь Толстунов передаст сценарий. Вот он тоже идет на эти призы. Мне передает сценарий. Я ночью его читаю. Трактористка пашет поле на тракторе. Дальше я читаю. Эта трактористка становится мужчиной. И дальше она такая трактористка, сочная женщина, все. Я думаю, как интересно. Я писал это для тебя. Я думаю, как он видит, что я... Вот как мы типа продвинулись, вот я стану мужчиной, как я это сыграю. Я начинаю думать. Фу, ну... Ну, не отказываешься, нет. Нет, но все-таки я думаю, как интересно. Дальше я звоню маме Валеры, потому что она берет трубку. Мира Григорьевна. Да, то ли его не было дома. И вдруг она говорит, я говорю, а там есть момент, где... А, она в курсе прям сценария? Да. И она говорит, да он для тебя это писал. И я говорю аккуратно, а вот скажите, пожалуйста, там есть такой момент, где вот эта трактористка становится мужчиной. Сейчас гробовое молчание, говорит, ну, может, я совершенно не знаю своего сына, но вообще-то это сценарий не про трактористку и не про то, как она... В общем, короче, Толстунов перепутал сценарий. Да, я перепутал. Разница режиссерского метода Петра Ефимовича и Валерия Петровича. Ты знаешь, есть у них одно общее. Их обожала группа. И того, и того. Ну, как можно сравнить Петра Ефимовича тогда? А я могу только говорить о том, с кем я в тот момент работала. То есть я помню Валеру, которому было там 30 лет. А Петра Ефимовича, которому было уже он мастер-мастер. Ну, так, конечно, когда мы снимали с Петром Ефимовичем, это был метр. И как-то все очень аккуратно. А с Валерой это было вау, молодое кино. Они приезжали на 3. Я помню, он, Козлов и Сережа, который руководил светом, они приезжали на 3 красных Нивах. И это было круто. 93-4 год. 3. Ты знаешь, какой самый популярный про тебя запрос в интернете? Ингеборга Дапкунайте почему не снялась в «Утомленных солнцах 2»? Серьезно? Отвечай. Не совпало по времени. Ой. Я тебе серьезно говорю. Я должна была подписаться на то, что я в любой момент, через год, смогу сниматься в фильме. Вот сейчас договориться, что я через год буду сниматься. Я на это подписаться не могла. Поэтому я не подписалась. Много ли актрис в российском кино и театре вот так вот Михалкову скажут, нет, я через год не готова с вами работать? Это тогда не было легким решением. Абсолютно нет. Но вот такое было мое решение. А как ты себе объясняешь, что человек, снявший «Утомленные солнцем», фильм, в котором кажется, что все участники прекрасно понимают, где добро, где зло, и какое зло расчетливое, бессердечное, и как оно пожирает своих же. Как этот человек мог настолько измениться, чтобы стать тем Михалковым, который сейчас призывает расправляться с иноагентами, с неверными, с предателями Родины и так далее? Это же один и тот же человек. Я бы тоже хотела задать ему этот вопрос. У тебя никогда не было возможности? Ну, я же не общаюсь. И не буду даже. Зачем? Но это не иллюзия, что действительно это 2 разных человека, что вот как бы он настолько изменился, или он так всегда был таким, и люди не меняются на самом деле? Не знаю. Не знаю. Это ему отвечать. Ты в каком-то интервью говорила, что ты всегда, живя в России, не забывала о том, что ты все-таки в гостях. Но это ощущение в гостях, да, оно неверное. Ты не можешь в нем прожить всю жизнь. Ты права. Но так уж получилось, что я как-то все время была, можно сказать, в гостях. Я же, когда приехала сюда, я тоже была из откуда-то. Параллельно я была в Москве. И когда меня спрашивают, себя как бы трудно описать, потому что
Я начала вообще работу, когда Литва была частью Советского Союза. И ты не думала, что ты в гости туда? Ты думала, что ты Ну есть нет, вся это же была страна? одна страна, и я ездила в Москву. Давай так, в 1984 году у меня был первый русскоязычный фильм. Хотя это, по-моему, была литовская киностудия, но это уже снималось в Москве. И до того, как развалился Советский Союз, у меня было очень много уже фильмов. Когда уже развалился Советский Союз и Литва стала независимой страной, то я получила работу в Чикаго и Лондоне. То есть я поехала на пробы 4 декабря 1991 года. А путь был в 1991 году, в августе. И я уезжала в Чикаго, как в космос, играть в спектакле. Потому что я получила там главную роль. А после этого этот спектакль переехал в Лондон. И мы играли спектакль 7 месяцев. Один и тот же. А потом ты вернулась и... Я вышла замуж за режиссера. И как бы я вернулась в Литву, но там так получилось, что потом мы вернулись уже в Британию. То, как Литва стала независимой, это самая прекрасная, интересная пора моей жизни. Я всегда это говорила. Как назывался тот спектакль? «Урок литературы», да, он Да, назывался? уроки литературы. «Уроки литературы», с которым, собственно, ты внезапно вошла вот в это новое время. То есть вы же играли. Это такой был спектакль, ну, вот что называется, в котором чувствовалось дыхание времени. Это был второй спектакль нашего курса. Первый спектакль назывался, который мы сочинили все, назывался «Приключения макакенка». Ты играла маму макаку. Я играла макаку-маму. Классный был спектакль, дети любили. А второй был по Антуану де Сент-Экзюпери «Маленькому принцу». События, которые происходят. Ну, не события, а темы, которые происходят в книге. Параллельно мы делали этюды как бы как школьники. Нас было 10, некоторые играли учителей, учеников и тому подобное. И это было про школу советскую. Ты там хулиганку какую-то играла? Ну, я играла пасть, да. Жабты. И я играла девочку, которая разговаривает с дефектом и тому подобное. Как будет пасть по-литовски? Жабты. И, в общем, была достаточно история смешная, трогательная. И структура спектакля были уроки литературы 40 лет назад. Если сейчас это вспомнить, то это очень уж невинный спектакль. Но тогда, когда он вышел, то есть мы стали его играть в Каунасском драматическом, он был революционный. А мы еще были студенты. И к нам начали приходить всякие руководители партии смотреть. Он был смешной спектакль, развлекательный достаточно. Но все-таки, когда пришел уже последний глава, самый большой какой-то лидер там, то они решили, что не надо этот спектакль больше показывать. Нас запретили. Испугалась ты? Нет, совершенно не испугались. Мы собрались с курсом. И наш курс взял и написал письмо в Центральный комитет Коммунистической партии Литвы. Почему вы запретили наш спектакль? Мы показываем школу, 5-10. И мы написали письмо. Я не знаю, кто из нас, по-моему, старшина называется. Староста. Отнес это в Коммунистическую партию Литвы. И, значит, идет время, все. И вдруг нас всех, весь курс, вызывают в ЦК КПСС Литвы. Ну, знаешь, когда тебе 20 лет, вызывают нас в ЦК КПСС. Это же были времена все-таки еще... как сказать, предперестроечные, мы еще тогда шутили. Все было пятилетками, это называлось пятилетка пышных похорон. Потому что умер Брежнев, потом умер Андропов, потом умер Черненко. Вызывают ЦК КПСС. Весь курс? Весь курс. Класс. Отдельно вызвали нашего мастера. И я помню, что я сказала всем, знаете что, надо одеться поприличнее, наверное, нам всем. И мы все как-то так оделись. Пошли. И сначала пришел маленький какой-то начальник, и мы все смеялись, потому что маленький начальник пришел в советском костюме. Потом пришел другой начальник, у него уже был какой-то такой польский костюм. А потом самый большой начальник пришел, у него уже был финский костюм. И мы как студенты. И он нам говорит, значит, я вам скажу такое. В чем обозе сидишь, ту песню и поешь. Дипломы мы вам дадим, Так. а вот
спектакль этот показывать вы больше не будете. И я бы на вашем месте не бякал бы. Причем он это очень мило говорил. Вот. Вы все пойдете работать в Каменский драматический театр. Будьте благодарны нам, что мы вас всех тут не разогнали. Все, идите. Ну, мы пошли. Ну, как бы чуть-чуть подрастроены, что нельзя нам показывать наши... Ну, чуть-чуть, что нельзя. Но я не знаю, почему. Может, это все-таки то, что нам 20 лет. Мы не сильно как-то уж расстраивалась. Потому что через полгода перестройка пошла полным ходом, и мы стали играть этот спектакль. Время. Время меняется. Все. И, наверное, мы чувствовали, что это еще вот что-то, подождите, что-то будет. Вот этот момент, когда ты вернулась, а это уже не та страна, из которой ты уезжала. Вот это видно было? Это даже раньше было видно. Это было видно, что мы не будем жить так, как мы жили в семинарских событий. А ты же ходила на протесты. Конечно. Все ходили. Это не было А никаких... нельзя было не пойти? Ну, такого даже в голове не было. Но ведь ощущение того, что они будут опасными... Нет, не было. Я не думаю, что даже, как сказать... Ну, были и погибшие, и раненые. Были, конечно. Но я никогда не думала, что это будет. И, наверное, самый трудный период для меня, я помню, был вот период неизвестности, когда у нас даже все вот так говорили вокруг, что звонят Горбачеву, а он то ли недоступен, то ли занят. И мы не знали, где мы. То есть мы выбрали свой Сейм, парламент, объявили о независимости, отделились, по советским законам отделились, а проголосовали все, и неизвестно, где мы. Это был период, когда все, что происходит вне театра, гораздо важнее, что происходило в театре. Были еще такие периоды в твоей жизни, когда все, что происходит вне театра, важнее, чем то, что происходит внутри? Да. Когда? Когда я уезжала из Москвы. Плакала? Нет. У меня слезится глаз, потому что ветер дует. Про тебя говорят, что ты можешь заплакать за 3 минуты, а Нет, если очень постараешься, за 1. Нет, я могу заплакать за, наверное, до 5 сосчитать. Ну, это техника. Ну, я очень давно уже работаю. А вообще ты плачешь? Да, плачу. Потому что у меня есть ощущение, что Ингеборга Дапкунайте – это человек, который всегда улыбается. А когда ей особенно тяжело, она улыбается еще более. Я думаю, что это с детства какая-то штука, что меня бабушка научила, что когда ты видишь человека на улице, знакомого, улыбайся и говори громко «лабас». И, может, это того, что я была стеснительная и не здоровалась, а потом вот стало так, меня пробило, и я понимала, что людям даже нравится, что я так громко говорю «лабас». Когда ты последний раз плакала? Ну, что-то мой сын наделал, может быть, и я так в отчаянии, что я не справляюсь, может, и расстроилась. Сейчас ты себя больше чувствуешь литовской актрисой с русским языком, иностранкой в Англии. Кем и где ты себя видишь вот в культурном пространстве европейском? Я всегда была литовской женщиной. Этого из меня не изъять. Женщиной или актрисой? Женщиной. Так. Актриса – это же второе. Ага. Это на каком языке я играю. Я их сняла не так давно вот, в литовском сериале. Я играла, естественно, по-литовски. С тобой я разговариваю по-русски. Осенью вот сейчас я играла на английском языке в театре. То, что я играю, это мой способ общаться с людьми, наверное. Кино – это не совсем так. А театр – это связь. Я не пишу картины, чтобы общаться. Если бы я могла, может быть, мой был бы способ коммуникации. Но, например, я не могу разбить, что самое интересное мне в моем процессе. Но есть некоторые моменты на сцене, скажем, когда что-то происходит, и ты знаешь, чувствуешь. Я не могу тебе этого объяснить, что у меня есть связь с этим. И, как правило, это тишина. А потом они начинают кашлять. Потому что кашель – это мы выдохнули. И вот этого момента, когда у тебя эта связь, это не сравнить ни с чем. И это не карьера. Это мой способ общения. На спектакли твои на русском языке приходят одни люди. На спектакли на английском языке
приходят все-таки другие люди. Ну, если это не спектакль в постановке русского режиссера. Ну, разные люди, да. Но это все-таки разные люди с разным бэкграундом и с разным запросом. Да. И у вас разные общения с ними. С кем бы ты хотела разговаривать? У меня нет выбора. Я же не выбираю, говорю, вы приходите, а вы не приходите. Смотри, очень многих артистов, которые в 22 году попрощались с Россией и уехали, перед ними и в ушах у них звенело, кому вы там будете нужны. У тебя такой проблемы не стояло. У тебя здесь уже все-таки была и аудитория, и работа, и так далее. Ты знаешь, у меня, я думаю, что эта профессия актерская всегда стоит. Будешь ли ты кому-то нужен? Будет ли у тебя следующая работа? Ну, не будет. Ну, жалко будет. Конечно, хочется еще поработать. Но будет, не будет. Если я не нужна, ну не нужна. Но я же не буду плакать из этого. Если я что-то могу изменить, то я буду это делать. Я делаю свой спектакль, потому что я хочу делать именно его. Потому что как бы я говорю, я с подругой сидела, думаю, ну, это моя литовская подруга, мы 40 лет дружим. Она говорит, ты себе обязана этим. Ну, если так говоришь. Но на самом деле это я делаю, потому что я хочу это делать. Когда ты смотришь сны, на каком языке они тебе снятся? Я сама не знаю. Я знаю только то, что когда я очень устаю, я могу в предложении сказать... То есть в предложении могут быть 3 языка. И тогда я понимаю, что я очень устала. Но я думаю на том, на каком я в этот момент... Говоришь. Да. Правильно. Поэтому я и спрашиваю тебя про сны, потому что это уже другая часть. Я не могу этого ответить на этот вопрос, потому что я не знаю. Но, наверное, если во сне я общаюсь с англоязычными людьми, я говорю там по-английски. А с русскоязычными по-русски, а с литовскоязычными... Да, наверное, так же. Классические мои сны – это, наверное, классические актерские сны. Ну, как я и иду, я на сцене, и мне надо петь оперу. Я думаю, какого черта я пошла и согласилась на оперу? Я же не могу петь, и мне надо петь. Или играть на инструменте, на котором я не могу играть. Или балет танцевать. Как я не могу танцевать балет? Я не умею. Зачем я согласилась это делать? Чем ты утешаешься, когда тебе тяжело? Я смотрю на Брайана Кокса и иногда вспоминаю какие-то смешные истории про своего сына. Я не знаю, удобно ли здесь рассказывать. Когда ему было 5 лет, мы жили в одной гостинице, и там такой лобби. И там люди могут пить чай. Небольшая комната была, небольшая гостиница. И Алекс там то, все, это разлил чай, это самое шумело, это все. И сидит такая очень приятная, пожилая английская пара. И я говорю, извините, пожалуйста, вот он тут шумит. Простите. Они говорят, да нет, такой прекрасный, чудесный, милый, симпатичный ребенок. На утро мы завтракаем. И, значит, они приходят, и эта пара сидит буквально за нами. И я говорю, ну и как у вас? Ну, все у нас хорошо, только вот мы забыли одеть трусы. На что Алекс, подержи? Да. На что Алекс встает на стул, невинно, абсолютно снимает штаны, говорит, вот. Тут я краем глаза вижу эту пару, которая смотрит на нас вот так. Я лезу под стол, потому что мне дико смешно. Тут Алекс соображает, что он тут всех рассмешил, видите ли. Потому что, конечно, он сначала перед весь показал невинно. Тут он поворачивается и еще показывает всем задницу. Тут я уже ползу. Я беру ребенка и выползаю из ресторана. Я когда вспоминаю это, я думаю, вот что значит внимание. Если бы он не понял, что это смешно, то, что он сделал невинно, то он бы задницу потом не показал. Но ты знаешь, что какой ты вопрос подняла? Опять же, наверное, вот это вопрос родины и национальности и тому подобное. Да, я в Эдинбурге играю свой спектакль, кстати. Сколько там будет спектаклей? Будет 2 превьюс 5-6 августа. И потом, начиная с 7 августа,
Я играю каждый день до 31-го, и у меня будет 3 выходных. Ну, конечно, тебе нужно вот эти вот качать, чтобы выдержать. Нет, это на самом деле, поверь мне, это не тяжело играть каждый день спектакль. Нет? Нет, спектакль – это живое существо, он развивается. И развивается, почему есть эти превьюс, так называемые, когда ты играешь на публику, а еще это не премьера, потому что ты развиваешь спектакль вместе с публикой. У тебя есть возможность понять, где они молчат, где они смеяться будут или не будут, где надо дать им подышать, где надо это, где как бы, ну, если это есть такая возможность, если спектакль получается. Поэтому вот эти спектакли так называемые, я даже не знаю, как по-русски previews перевести. Предпросмотры, Наверное. предпоказы. Предпремьеры, Это то, что в российских театрах называется для мам и пап. А вот это на мамы и папы приходят все твои коллеги, а это первый раз ты на публику играешь. Все потом говорят, ну потом стал лучший спектакль гораздо. Серьезно. Я начинаю, наверное, устаканиваюсь, ну где-то на 5-6. Я уже понимаю, вот эти превьюз – это крутая вещь. Чем отличается работа здесь от работы той, к которой ты привыкла в России? Я имею в виду по количеству спектаклей, по тому, как вы играете, как вы готовитесь и так далее. И в Литве тоже так же. Это репертуарный театр. Я даже не знаю, как это назвать. Но это театры с труппой актеров. И каждый день, как бы, или каждые 2 дня играется один спектакль. Ну, каждый день другие спектакли. И есть в репертуаре определенное количество спектаклей. Здесь же, чтобы проще объяснить, театр – это коробка. Здание. Здание, да. И те люди, которые руководят этой коробкой, нанимают режиссера, а режиссер уже, ну, грубо говоря, нанимает актеров на определенный спектакль. Тогда они 4 недели его репетируют, но репетируют они это с 10 до 6 вечера, с часовым перерывом и 2 перерыва на чай. До 6. Каждый день. И репетируете вы в репетиционном зале. Репетиционный зал соответствует абсолютно тому, что будет на сцене. Вы видели макет декорации на первой репетиции, начитке. Дальше. Подходит техническая репетиция. Выходим на сцену. И тогда получаешь костюмы, декорации. И это, ну, бывает 1 день, бывает 1,5 дня. Это уже с утра до ночи. И ты проходишь технически весь спектакль. Дальше прогон, если повезло, 2. И дальше начинается то, что называется previews. Превью – это спектакль. На публику уже продаются билеты. Они чуть-чуть дешевле, но это не премьера. И бывает неделя, бывает... А чем это отличается от премьеры? Это просто не готовый спектакль. Это другое понимание вообще как бы системы выпуска спектакля. Это не премьера, и этот спектакль еще не готов. Ты можешь говорить, мне понравилось, не понравилось, но ты не знаешь, какой он будет. Потому что за эту неделю вырабатывается весь спектакль. И вот есть это называемое пресс-найт или несколько пресс-найт, когда приходит вся пресса. И они вот дают отзывы. И от этого будет зависеть дальнейшая судьба спектакля. Это зависит от отзывов, зависит, будут ли люди покупать или нет. Но также очень зависит от сплетен. Ну, не сплетен, ну как это я так сказала, сплетен, но от слова. Как мы знаем, минимум лучше – это публика не заснула, а максимум – это когда публика вышла, позвонила друзьям и сказала: быстро идите смотреть, покупайте билеты. Тяжело привыкать? Мне не... Я не про тебя. Надо их спросить, кому тяжело. Мне не тяжело, потому что мое первое попадание в эту систему было очень много лет назад. Вот мы 3,5 недели в Чикаго репетировали, потом выпустили. В Чикаго отыграли 3 месяца. Приехали сюда. Это была копродукция. Я тут много-много раз читала про эту историю, но так и не поняла до конца, что это за чудо, как это получилось у тебя туда попасть? Значит, была такая женщина, и есть такая прекрасная женщина, моя подруга, Даля Бельховтайте. И она в 91-м, наверное, году уехала в Британию как-то. И она встретилась с режиссером тоже как-то. Вот очень много загадок. Да, и он ей говорит: мы ставим спектакль про как бы похожего персонажа на Вацлава Хавела. И у нас есть идея, что там есть 4 девушки, и мы хотели бы
их из разных стран. И Даля говорит, а я сорганизую вам из России и Литвы могу сорганизовать. И она меня встретила около молодежного театра, а тогда вот как раз мы выпустили «Чайку», и говорит, а ты не хочешь поехать в Лондон на пробы театральные? И как бы, а я говорю, а я в Лондоне как раз никогда не была. Она как-то сорганизовала визу. Тогда еще нужна была виза и выездная виза. Хотя Литва уже была независимой страной, но паспорта еще были советские. И я через Москву полетела на пробу в Лондон. А из России кто летел? Не буду говорить, неудобно. Мы же так и не узнали. Ну и не надо. И, значит, мы полетели, поселили нас в шикарной какой-то гостинице. И было письмо режиссера, что мы получили вам эту гостиницу по договоренности с гостиницей, поэтому, извините, завтрак не включен. Но вот вам 25 фунтов, вы можете пойти в кафе где-то тут рядом и позавтракать. Мы все смеялись, потому что 25 фунтов – это была моя месячная зарплата в театре в то время, если не больше. И, естественно, никто не ел вообще. И утром я встретилась с режиссером, потом я встретилась с Малковичем, почитала с ним. Потом Ты понимаешь, что кто такой Джон Малкович? Нет, когда Даля мне сказала, что там Малкович, и я по телефону поговорила с режиссером, то я тогда пошла в киоск и купила кассету «Опасные связи», посмотрела на телевизоре, подумала, да, круто очень все. И когда он прилетел, он был такой из Рима в берете. И, конечно же, вот этого я не забуду. Читать с ним было просто легко. Тебе не надо ничего делать. Просто отвечай, и все, и дальше. И потом я уже вернулась в Вильнюс, играла спектакль, и мне позвонили в театр во время перерыва, как ни странно. Дапкунайте, иди вниз, тебе звонят. Из Лондона тебе звонят. И мне сказали, вы знаете, мы не знаем, какую из ролей, вот ту или ту, мы вам хотим предложить. И это зависит еще от того, получим ли вам разрешение на работу в Америке. Потом я играла в театре Степенволф, в котором вот мы играли спектакль с Малковичем в 93-м году. Он ставил спектакль «Либра» как режиссер. Это про Ли Харви Освальда, который убил Кеннеди. И в спектакле были документальные кадры из телевидения, как берут интервью у свидетелей этого убийства. И интервьюер спрашивает, они такие, кстати, чем-то похожие, стулья и все такое. И он с женщиной, он разговаривает. И женщина начинает рассказывать, и вдруг она начинает плакать. И тут интервьюер говорит, так, сейчас мы остановимся, потому что... сейчас мы остановимся, не волнуйтесь. И я смотрела на это и думала, как же все изменилось. Сейчас бы и сказать, только ты плачь, мы тебя будем снимать. А тут они остановили, чтобы не показывать Ну, они её. это не вырезали из монтажа. А? Нет, они остановили полностью. Ну, ты же это видела. Я видела, потому что это были документальные кадры. Они остановили съемку. А как ты думаешь, почему изменилось? Люди стали черствее или эмоции стали важнее? Это же важно, что она плачет. В этом-то и, наверное, мой рассказ, что очень много изменилось. Потому что сейчас люди сами себя выкладывают в интернет плачущими, скажем. Или какими хочешь. Ну, не все люди. Но они же это делают. Тогда были какие-то... Частные зоны. Может быть, частные зоны изменились, я не знаю. Но то, что разница есть, то есть. Но ты человек, который в любое интервью начинаешь с того, что у меня есть частная зона, и о своей частной жизни я не хочу говорить. Да, я думаю, что, во-первых, я не хочу говорить о других людях, потому что я не знаю, хотят ли они, чтобы я не говорила. Хотя я вот рассказывала о сыне. Получишь дома? Я думаю, что он пока не знает. А он, кстати, вот в основном он контент потребляет по-русски, по-литовски или по-английски? Он, наверное, смотрит с друзьями сейчас по-английски фильмы. А ты никогда не спрашивала его, кем он сам себя считает? Нет, он не спрашивает. Я спрошу его, как ты думаешь, что ты? Ответ тебя удивит. Да, это будет интересно. А сын, кстати, видел твой спектакль? Нет, он видел только «Чайку». И очень смешно сказал. Там в начале я играю, что я плачу.
А в конце я плачу по-настоящему. И он мне сказал, вот в начале, когда ты так плачешь, вот это очень хорошо. А когда ты в конце вот плачешь по-настоящему, это делать не надо. А ты бы хотела, чтобы он посмотрел тот спектакль про историю вашей семьи? Да. Что он вообще знает про вашу историю? Или он пока не интересуется? Нет, пока, я думаю. А когда придет время, когда он будет интересоваться? Наверное. Хотя, видишь, все как-то интересно крутится. То, что ты рассказываешь, все крутится вокруг женщин. Бабушка, Да, конечно. сестра, мама, тетя, ты. Знаешь, была такая книга «Дикие лебеди» китайского автора про поколение женщин в Китае. Это очень толстая книга. Я ее прочла, наверное, в начале 90-х. И вот эта книга засела в меня. И, наверное, это был первый импульс думать об этом. Потому что, конечно, наши женщины были А чем глобально мужчины отличаются от женщин? Ну, кроме всяких... биологических Да. отличий. Ну, почему в итоге оказывается, что женщины сильнее? Женщины лучше помнят. Женщины... Ой, я бы не сказала, что женщины сильнее. Послушай, есть очень слабые женщины, есть очень слабые мужчины, есть очень сильные женщины, есть сильные мужчины. Ведь все разные. Я всегда говорю, что все разные. Я бы не так... Ну, даже смотри, даже в истории твоей стержень – это женщины. Ну почему? Дядя был очень спокойный, но по-своему сильный. Мы все по-своему сильны и по-своему слабые. Я в чем-то, наверное, очень слабая. Так ты и не скажешь. В чем я слабая? Ну да, я уж и признаюсь тут. Мышей боишься? Ну, как сказать, наверное, загору, если увижу. Пауков не боюсь. Темноты, Нет. зубной боли, высоты, моря. С высотой странная штука. Потому что я вроде бы, как бы... Вот бывает, что я стою где-то и там... А когда надо было у Максима Диненко крутиться под потолком, как в цирке, то совсем не страшно. Объяснить это невозможно. Наверное, если меня в темный лес ночью оставят одну, то я буду бояться, естественно. Да. Но принято считать, что самый главный женский страх – это все-таки одиночество. Да, мне очень, очень хорошо, если общаюсь с людьми. Вот и с тобой я общаюсь. Так полегче. Нет, мне не тяжело и так. Мне приятно общаться, мне интересно. Была у тебя идея не возвращаться, остаться и не работать ни на русском, ни на литовском языках? Могло бы совсем же все по-другому сложиться. Нет, уже тогда было очень интересно, потому что мир менялся. И оставаться, не оставаться, то все. Таких вопросов не было. Все было настолько динамично. И это было время надежд. В какой момент ты поняла, что это время надежд кончилось? Ведь это совпало с моей юностью. А когда ты молодой, тебе кажется все легким. И потом как-то мы взрослеем. У нас появляется больше ответственности. Наверное. Ну, знаешь, от времени надежд не уезжают. Но в какой-то же момент вот этот 22-й год наступил. Это было до него? Или дальше можно было бы все-таки жить, если бы не война? Я не могу на этот вопрос ответить. Я бы очень хотела сама себе на него ответить. Но я не знаю. Я приняла это решение, сделала тогда, когда я его сделала. А как бы было бы, если бы продолжалось, я не знаю. А ты сыну как объясняла? Мы уехали. Мы сейчас живем здесь. Почему? Ну, потому что так получилось, мы больше не можем быть там. То есть без подробностей? Ну, он же знает, что происходит. Он же в школу ходит. Далеко не все дети, которые ходят в школу, знают в подробностях, что происходит. Ну, как идет война. Это же нельзя не знать. Были моменты, когда ты пожалела об этом решении? Нет. Представляешь ли ты себе в перспективе, что ты можешь приехать в Россию? Я не думаю об этом. Во-первых, я даже формально не могу поехать, потому что мне нужна виза. А так, я не знаю, насколько должно все измениться. Я не знаю, захочу ли я. Ты в сторону России после 22 года оглядываешься? Я не смотрю никогда на «могла бы». Это, как это называется, сослагательное? Угу. Все. Что бы было бы, если бы? Уже нету. Все. А то есть ты отрезала, закрыла дверь и вообще туда не смотришь?
Чтобы я бы могла? Нет, конечно. Есть такая штука. Я провела в России чудеснейшую жизнь. Прожила. И у меня были друзья близкие. И кто остался, кто не остался. Но я считаю, что нам с тобой не надо обсуждать людей, потому что мы не знаем, поставим ли мы кого-то в опасность там. Я вспоминаю, как тебе сказал Акунин. Он очень аккуратно сказал: Катя, я не знаю, можем ли мы это обсуждать с вами, потому что вы же ездите. Вы не я не хочу вам навредить. Я не хочу никому навредить. Поэтому я никого не буду упоминать. А в коллективную ответственность ты веришь? Я верю, что есть... Каждый выбирает то, что он выбирает, исходя из тех обстоятельств, в которых он существует. И исходя из того, что у него в жизни в тот момент происходит. Я читала, что все свои ИП, бизнес и все, что у тебя было в России, ты закрыла. Да. А твоя благотворительная деятельность, в которой ты участвовала активно, вот особенно в последние 10-15 лет? Мы распустили тот попечительский совет, который был, и сейчас в фонде «Вера» новый попечительский совет. И я там, естественно, меня там нет. Что ты по этому поводу чувствуешь? Когда я об этом думаю, я думаю, у меня была возможность поработать в этом фонде 15 лет. Это очень здорово. И если я могла что-то сделать хорошее, и если мне на самом деле разрешили почувствовать, что я делаю что-то хорошее, то за это я благодарна. А сейчас другое. Сколько жизней ты прожила? Жизней? Одну. Судя по тому, как ты закрываешь предыдущий этап и оборачиваешься к новому, ты так об этом, по крайней мере, рассказываешь, то получается, что вот есть несколько жизней. Нет, это одна и та же самая жизнь. Я меняюсь, естественно, я надеюсь, что я меняюсь, я надеюсь, что я еще буду меняться. Но это моя жизнь. Я ее живу. И она тебе нравится? Я ее очень люблю. Есть что в жизни важнее любви? Сама жизнь достаточно важна, но любовь – это очень важно. А вот ты говоришь, жизнь важна. Ты имеешь в виду, что после жизни есть что-то, где это будет иметь значение? Кто-то верит. Но есть ли кто-то, кто знает, что будет с нами после того, как мы умрем? А ты во что веришь? Я не знаю. Вот я помню, когда у меня был какой-то период, когда я 2 года боялась летать почему-то. Не знаю почему. И я потом думаю, подожди, чего ты боишься? Если самолет сейчас бахнется, то эта смерть будет очень быстрой. Жизнь у меня была очень даже хорошей. Ну и что? Это случится быстро. Да, страшно будет. Страшно будет вот в этот момент, пару чуть-чуть. Ай-яй-яй, будет страшно, потом все кончится. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. В каком контексте? Что? Вот конкретно. В жизни. Что? В жизни? Но все равно это конкретный случай. Вот врачи дают клятву Гиппократа, что они будут лечить любого человека, какие бы его взгляды ни были. Вот есть больной человек, и они должны его лечить. А этот человек преступник. Да? Это в том случае, ты спрашиваешь, милосердие или справедливость. А он преступник. А они должны его лечить, потому что они дали эту клятву. Это очень конкретно. И даже конкретнее, какое преступление он сделал. Но врач не может это. Я не врач, но я всегда думаю, что есть конкретная ситуация, где есть справедливость, а есть милосердие. Свобода или стабильность? Опять же, свободно за счет чего? И стабильность за счет чего? В каких обстоятельствах? Вот вся система Станиславского определяется для меня очень просто. Правда существования в определенных обстоятельствах. Потому что всегда есть обстоятельства. Мы не в вакууме, как этот свет. Мы конкретно с тобой здесь. И в конкретных обстоятельствах принимаются конкретные решения. И вот эта свободность, стабильность – это абстрактные слова. Родина или истина? Опять. Родина. Что такое? Вот знаешь, мой сын пришел домой в Москве из детского сада и говорит: Мамитя, это по-литовски мамочка, я защитник Родины. Он еще не говорил как следует. Я ему говорю: а что такое Родина?
Мамитя – это не родинка, это другое. А что другое? Ну, Мамитя. А чего ее надо защищать? И он не ответил мне на этот вопрос, естественно. Что такое родина? Как, если ты пойдешь лингвистически, родина в русском языке, это слово начинается от родного, скажем, в литовском «тевине» от отца, а вот на английском языке homeland. Или motherland. Или motherland. Или fatherland. Или fatherland. Вот у них есть большой выбор. То есть что это? Это земля? Это город? Или это язык? Вот что это такое? Скучаю ли я, как меня спрашивают, скучаешь ли ты там по такому-то городу? Нет, я по камням не скучаю. Я скучаю, если я хочу видеть людей каких-то близких. А истина? Ну как это такое большое понятие. Как я могу, как можно выбирать между абстрактными вещами? Ну, некоторые люди выбирают расстаться с Родиной ради того, чтобы следовать за истиной. А некоторые люди говорят, что я останусь с Родиной, даже если она не права. Ну, это их решение. И у каждого своя истина. И у тебя своя истина. А ты выбираешь истину или Родину? А я не отвечаю на этот вопрос. Вот видишь, как ты не отвечаешь. Что будет дальше? Дальше будет другой день. И мы не знаем. И это интересно, как минимум.